Привет, мой зритель! Ты на канале Невзрачный обзорщик, я Невзрач, и мы начинаем наш обзор. Сегодня я хочу рассказать вам о недавно вышедшей игре, основанной на аниме «Добро пожаловать в класс превосходства». Честно сказать, я довольно-таки приобщен к этому тайтлу, потому что помимо аниме читал Ранобэ, и как вы можете понять, мне нравится этот тайтл. Поэтому, когда наткнулся на эту игру, порадовался, так что позвольте вам представить игру по классу превосходства – Code Red Sonata. Игра является фанатским проектом Сычу в виде визуальной новеллы. Что радует, в этой истории вы не Эна Коджи, а сторонний персонаж. Новый ученик истории, который поступает в элитную школу вместе с другими и попадает в класс главных героев. Другими словами, вы полностью можете влиться в шкуру ученика элитной школы, отыгрывая себя на своем месте, а не примерять роль главных героев. Начинается игра с поступления вашего персонажа в школу и монолога, который нацелен на то, чтобы показать, что ваш герой тоже не пальцем деланный и умеет в глубокие мысли о равенстве и прочем. По ходу игры такие монологи будут мелькать, показывая, что ГГ не пустышка. Как уже упоминалось, ГГ, которому вы можете дать имя, попадает в класс главных героев и знакомится с Эна Коджи. После возвращения в общежитие по пути заводя еще одно знакомство и находит в своей комнате чужой телефон, что и будет служить дальнейшим ключевым событием для дальнейшего сюжета. Сама игра является основанной по вселенной, но не идущей по канону. Как написано на странице игры, это совершенно новая история. Вы не найдете здесь никаких спойлеров, связанных с визуальной новеллой или аниме. Давайте же пройдемся по самой игре. Что очень впечатляет, это качество визуала. Знаете, визуальных новеллах по известным франшизам достаточно. По Наруто, по мультикам детства, да даже по Гарри Поттеру. Но визуал в этих играх очень печален. Да, рисовка может и хорошая, но совсем не тот уровень качества и схожести персонажей. В этой же новелле автор вышел на визуализацию уровня официальных новелл. Так еще и отказался от системы спрайтов и для каждого момента отрисовывает персонажей. Кто не знает, что такое спрайт? Это заранее отрисованные модельки персонажей в разных позах и с разными эмоциями, которые будут использоваться на протяжении всей игры, повторяя друг друга до самого конца. Как сказал автор, я хотел, чтобы каждая сцена была по-своему уникальной, без постоянного повторения одного и того же образа персонажа. И с этим он справился на ура. Также автор использует нейросети, но использует он их грамотно. Все рисунки его собственные, просто искусственный интеллект их улучшает и помогает разгрузить невероятную запару, которую взял на себя разраб. Поэтому никаких лишних пальцев и мутировавших поз в игре вы не будете видеть, так же как и ярко выраженного почерка ИИ-артов. Просто стоит посмотреть на персонажей игры. Они все будут из кадров аниме, за исключением самого стиля автора. Форма лиц персонажей выглядит по ощущениям, что персонажи чуть старше своих оригинальных аналогов. Но это не портит сходство, может даже делает их более привлекательными. В плане качества вы можете посмотреть на визуальную новеллу от Кей «Ангельские ритмы», с замечательным визуалом и на красную сонату. Как по мне, соната не так уж сильно отстает, а это уже здорово для фанатского проекта. Также используется Adobe Effect для создания анимаций. В основном это анимации фонов, все живое и движущееся. Имеется лицензированная музыка и звуковое оформление. Друзья, небольшая поправка. Когда я уже доделал видео, вышла новая версия игры 0.12, поэтому некоторые аспекты я не смог учесть. В новой версии игры продолжится сюжет за рамки пролога, добавлены новые персонажи, а также появилась система квестов, на выполнение которых можно будет отправиться из своей комнаты. Также была добавлена мини-игра в шахматы. К сожалению, я немного не попал в тайминг, и об этих нововведениях я могу лишь кратко упомянуть сейчас. Теперь же пройдемся по минусам. Их всего 3. И это. Первое. Игра появилась только месяц назад, и на данном этапе это ранняя стадия разработки, версия 0.11.2, и содержит всего контента на 1 час. Возможно, официальная версия Сычу имеет больше контента, потому что на патреоне автора на заблюренных фотографиях, которые разблюриваются только со спонсорством, видны моменты, которых я не видел в игре, но этого я уже не проверял. Второе – это отсутствие русского языка. Есть русификатор, который находится на бусте другого чувака, который я также не проверял, а в бесплатном доступе я ничего не нашел. Третий – это не то чтобы минус, потому что разраб с самого начала сказал, что в игре будет всего 2 пути, по которым будет идти наш персонаж. Цитирую. С этого момента история расходится на 2 пути. Вы можете быть обычным студентом, который просто хочет получить высшее образование, встретить новых друзей и жить спокойной жизнью. Но также вы можете быть злым человеком, который пойдет на все, не обращая внимания на последствия. Просто ради победы. Все будет зависеть от того, как это будет реализовано. Может будет полноценная битва двух злых гениев, может персонаж по злому пути будет просто больным ублюдком. Пока сказать ничего не могу, но поскольку автор с самого начала нацелил дорогу из 2 путей, мы примерно знаем, чего ожидать. Пока у меня положительные ожидания от этой новеллы. Как любитель класса превосходства, читая Ранобэ, я уже тогда чувствовал какую-то проникновенность в эту вселенную, а теперь
Мы и правда можем побывать в этой истории, хоть и не каноничной, пообщаться с полюбившимися нами персонажами, дать отпор ненавистным и просто понаблюдать от своего лица. Ожиданий много, главное не завышать их раньше времени. Просто буду надеяться, что разраб сделает свою работу хорошо. Я оставлю ссылки на ищу с игрой. Если у вас есть желание, можете почитать и посмотреть ее там. И оставить русскоязычный комментарий. Может, большое наличие таких комментов надоумит автора на добавление русского языка. Также оставлю ссылку на русификатор с Boosty, но как я уже говорил, сам я не проверял что да как там, поэтому решайте сами. А на этом у меня все. С вами был Незрач, и появление таких фанатских работ очень радует. Всем сайонара.